Привет, друзья! Вы на канале Техновейв, и сегодня мы покажем вам робота от компании Unit 3, который сделал сальто назад. Узнаете, кто будет добывать гелий на Луне. Расскажем вам о гонках в Британии, которые впервые будут показаны в TikTok. Покажем робота One X, который самостоятельно раскладывает продукты в доме. Ну и конечно же возвращение Tesla к самостоятельной парковке с помощью новой технологии. А начнем мы с компании Илона Маска. Tesla выпускает новую систему автоматической парковки на основе машинного зрения. Она предназначена для новых автомобилей с ограниченным обзором. С тех пор, как Tesla прекратила использовать ультразвуковые датчики и начала полагаться только на камеры для помощи водителю, функцию автоматической парковки исключили из набора доступных. Теперь, спустя 2 года, Tesla возвращает автоматическую парковку. Новая функция визуально отличается от предыдущей версии автопарковки в автомобилях, оснащенных ультразвуковыми датчиками приближения. Так места для парковки подсвечиваются по-разному, и водитель может выбрать одно из них на экране. В подсказке в приложении Tesla указывает на то, что функция Tap to Park позволит водителю указать место парковки и выйти из автомобиля, пока он самостоятельно совершит маневр. Автопроизводитель хочет связать эту функцию с бета-версией Full Self Driving, чтобы расширить возможности беспилотного вождения. Первые отзывы о новой системе парковки пока положительные. Ранее стало известно, что Tesla будет проводить для клиентов инструктаж по поводу того, как использовать последнюю версию системы Full Self Driving. Кроме того, теперь покупателям авто будут предлагать бесплатную версию Full Self Driving на месяц. А теперь перейдем к роботам. Двуногий робот H1 от китайской компании Unit 3 стал первым андроидом, который выполнил сальто назад без использования гидравлики. Конечно, роботы Atlas от Boston Dynamics уже давно выполняют такие трюки, но при поддержке тяжелых, потенциально негерметичных гидравлических приводов. H1 в свою очередь использует только собственные электродвигатели М107. Каждая нога обладает 3 степенями свободы. В бедре, одну в колене и еще одну в лодыжке. Все кабели проложены внутри, поэтому робот ни за что не цепляется и выглядит аккуратно. Unit 3 использовала моделирование обучения с подкреплением, чтобы научить своего робота переворачиваться. На видео это ему удалось, но в конце он сделал лишний подскок, поскольку поначалу приземлился в неустойчивое положение. Высота андроида составляет 1,80 м, весит он 47 кг и может нести до 30 кг полезной нагрузки.Ранее мы вам рассказывали о мировом рекорде скорости бега в 12 км в час. Сейчас же компания ожидает, что коммерческое устройство достигнет максимальной скорости около 18 км в час. Продолжим роботами. Робототехническая компания One X, которая сотрудничает с OpenAI, продемонстрировала свои успехи в развитии гуманоидных роботов. Сложность задач за очень короткий промежуток шагнула далеко вперед. Еви продемонстрировал многоэтапную обработку задач. Он разобрал сумку с продуктами и сам решил, куда их положить, а также открывал и закрывал дверцу шкафа. Робот также использовал мягкие инструменты, в частности вытер разлитую жидкость полотенцем. Отсутствие больших пальцев не помешало ему сложить все 4 выступа картонной коробки. Ну а напоследок гуманоид сложил рубашку и сделал это очень аккуратно. А теперь переходим к гонкам. Сезон 2024 года британского чемпионата по туристическим автомобилям будет транслироваться в прямом эфире через TikTok. Каждая гонка будет показана полностью через учетную запись ITV Sports TikTok. Переход к социальным сетям также означает, что гонки будут транслироваться в прямом эфире по всему миру, впервые за многолетнюю историю компании, и, как говорят, является одним из самых важных решений в ее истории. Полное расписание гонок будет раскрыто в ближайшие недели, а календарь гонок будет опубликован в нашем телеграм-канале. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить данное событие. Ссылка будет в описании под видео. Церемония открытия состоится в Донингтон-парке 16 апреля. Первый тестовый день состоится в Кенте 3 апреля, а следующий запланирован на 10 апреля в Северном Йоркшире. Друзья, вы когда-нибудь слышали о гелии 3? Этот элемент стал ключевым в нескольких новых отраслях, включая квантовые вычисления и термоядерные реакторы. На Земле его запасы ограничены, но в центре Солнца при термоядерном синтезе фотоны соединяются с нейтронами и электронами, образуя высокоэнергетические частицы гелия-3, которые затем разносят солнечный ветер по разным планетам. На Луне, где нет атмосферы и магнитного поля, они постоянно падают на поверхность. По оценкам, на Луне около 1 миллиона тонн гелия-3, его цена достигает
достигает 4 миллиарда долларов за тонну. Этот редкий изотоп может решить проблему энергетики и положить начало многомиллиардной промышленности. Стартап Интерлун разрабатывает технологию добычи гелия-3 на Луне. Он основан астронавтом Харрисом Шмидтом и Робом Майерсоном, бывшим президентом Blue Origin, компании, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу. Вместе они руководят программой высадки робота на Луну, который определит основные месторождения гелия-3. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующем выпуске.